суток, вы на канале КПД, с вами Артем Паршуков. В этом видео мы поговорим с вами о будущем, о настоящем и о прошлом. Ведь люди всегда старались быть бессмертными, найти философский камень бессмертия. Глава 1. Трансгуманизм. Трансгуманизм — это философская концепция, а также международное движение, поддерживающее использование достижений науки и технологий для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными, то бишь страдания, болезни, старение и смерть. Слово «трансгуманизм», как говорит нам Википедия, впервые употребил Данте Агильери, но вот в широкий обиход оно вошло только в 20 веке, когда людям было свойственно фантазировать по любому поводу, мечтать самозабвенно и не всегда научно. Как видно из слова, речь здесь идет о преодолении человеческой ограниченности, улучшении нашей природы, избавлении от болезней, старости и смерти. Главной целью трансгуманизма является бесконечное совершенствование человека, основанное на достижениях научно-технического прогресса. Для достижения этой цели трансгуманизм предлагает всячески поддерживать техническое развитие, изучать достижения науки и техники, вовремя предотвращать опасности и нравственные проблемы, которые могут сопутствовать внедрению этих достижений, расширять свободу каждого отдельного взятого человека, используя научно-технические достижения, как можно более отдалить, а в идеале отменить старение и смерть человека, дать ему право самому решать, когда умирать и умирать ли вообще, радикально уменьшить страдания, увеличить уровень счастья человека и других животных, противостоять учениям и организациям, имеющим цели, противоположные трансгуманистам, противостоять государственным инициативам, ограничивающим передовые научные исследования и запрещающим использование отдельных новейших технологий. Трансгуманисты поддерживают разработку новых технологий, особенно перспективными они считают нанотехнологию, биотехнологию, информационные технологии, разработки в области искусственного интеллекта, загрузки сознания в память компьютера и крионику. Многие трансгуманисты, в частности Реймонд Курцвейл, считают, что непрерывно ускоряющееся техническое развитие уже к 2050 году позволит создать постчеловека, способности которого будут принципиально отличаться от способностей современных людей. Особенно в этом помогут генная инженерия, молекулярная нанотехнология, создание нейропротезов и прямых сопряжений компьютер-мозг. Глава 2. Старый примус. Изучив человека фундаментальнее, в 21 веке выяснилось, что улучшать человеческое тело, пытаясь продлить его жизнь, это как чинить старый примус. Он все равно где-нибудь допрохудится. Сделать тело неподвластным времени нельзя, даже постоянно меняя органы, очищая сосуды и так далее. Потому что существует четко прочерченный природой скрипт, по которому биологическое существо в любом случае должно умереть, освободив тем самым жизненное пространство для других. Если же мы возьмем организм в целом, то этот скрипт просто непобедим. Ваша смерть нужна миру настолько же сильно, насколько ваше рождение, и может быть даже больше. Другими словами, человеческая надежда вечно жить в бессмертном теле безнадежна. Природа против. Но природа не учла человеческую хитрость. Ее замысел подразумевал, что со смертью тела умрет и мозг, а значит и личность. Так в реальном мире и происходит, ну а как может быть иначе? Но сами по себе нейроны, из которых состоит наш мозг, отличаются от прочих клеток тела тем, что не имеют ограничения срока жизни. Обессмертить медленно сгорающий в атмосфере мешок с семенами болезней никак нельзя. Но вполне возможно подарить нечто вроде бессмертия клеткам нашего мозга. И здесь нас ждет первая из ветвей трансгуманизма, которая оказалась по-настоящему плодоносной. С тех пор, как люди поняли, что личность и душа, или если говорить о животных, назовем это слово «сущность», возникают именно в мозгу, их стало интересовать, можно ли отделить эту сущность от тела. Конечно же, сначала они попытались изолировать ее вместе с головой, потому что для головы тело является просто питающим устройством. Сердечно-легочная машина, подключенная к свиной голове, могла поддерживать ее живой в течение многих дней. В операции были свои сложности, множество вен и артерий требовалось соединить в быстрой последовательности.
Но уже в 20 веке это никого особенно не удивило бы. Вот только голова — это тоже часть тела, и вечно жить она не может по той же самой причине. При попытке перейти от головы к мозгу возникли сложности, и прогресс был нелинейным. Сначала биологи и медики учились поддерживать живыми тончайшие срезы мозга. Это для них было еще не очень сложно. Необходим аналог цереброспинальной жидкости, чтобы омывать ломтики вашего мозга и уносить во внешний мир продукты его жизнедеятельности. Электролиты, антиоксиданты, питательные вещества, нужная кислотность и температура, и, конечно, кислород. В этом случае ваш ломтик мозга какое-то время будет жить и даже обмениваться электрическими сигналами с окружающим миром. Вы как бы заменяете систему внутреннего кровообращения внешней. Если же вы попытаетесь сохранить в растворе мозг целиком, вам придется использовать его внутреннюю систему питания, так называемой виллизия в круг артерий, и заменить его сеткой искусственных нестареющих сосудов. Крайне нетривиальная задача, если речь идет об организме чуть более сложном, чем организм морской свинки. Но решив ее, мы получаем живой и практически бессмертный мозг. Казалось бы, все, но не тут-то было. Ведь у этого мозга нет ни глаз, ни ушей, ни сложнейшего нервного хвоста в позвоночнике, а есть только торчащие во все стороны нервные окончания. Ему же просто не о чем думать. И здесь биологи и медики наткнулись на главную трудность, для решения которой понадобилась помощь другой научной дисциплины. Глава 3. Нейролинк-импланты. В 21 веке постепенно разрабатываются нейролинк-импланты. Уровни электрических сигналов мозга, их форма и частота были изучены во всех подробностях. И уже появилось первое поколение цифроаналоговых чипов. На одном входе они имеют дело со слабым аналоговым сигналом мозга. Это буквально микровольта. Чипы улавливают их и преобразуют в обычный двоичный код. Или наоборот, начинают с двоичного кода, а на выходе продуцируют импульсы, подобные тем, что проходят по информационным каналам человеческого тела. Если можно оцифровать музыку, то можно оцифровать и нервную деятельность человека. И главный принцип в том, что мы строим мостик между нашей нервной системой и компьютером. Как бы коммутатор, позволяющий соединить бездушное электричество сетей с одушевленным электричеством мозга. Глава 4. Трансиллюзии. В русском сатирическом журнале 1916 года есть зарисовка теоретики, некого Аркадия Бухова. Чтобы вы поняли, в чем тут соль, автор издевается над некими футуристами. Вот изображаемый в юмореске футурист выступает на докладе и говорит: «Я плюю на всех вас». «Виноват», — вскакивает кто-нибудь из слушателей. «Вы плюете на меня?» «Вообще на всех», — упрямо подтверждал докладчик. «Здесь, между прочим, находится моя невеста, значит, на нее тоже?» «Плюю ей в бороду». «У нее нет бороды». «Мещанка, у женщин будущего борода будет». Когда автор юморески добирался до бородатой женщины, зрители 1916 года начинали неудержимо хохотать. Им это казалось очень смешным. И даже не приходило в голову на всякий случай взять и перестрелять этих самых футуристов. Поэтому буквально через пару лет эти футуристы взяли и сами перестреляли их. А еще через 100 лет за хохот над женской бородой в некоторых странах стали лишать средств к существованию. Бородатые женщины не просто сделались реальностью в некоторых странах нашего мира. Их назначили ее идеологическим центром. Но даже футуристы 16 года нервно засмеялись бы, расскажи им кто-нибудь, что у женщин будущего будет не только борода, но и член. Глава 5. Иллюзии. А почему бы не заменить сигналами больших церебральных вычислителей вообще все электрические потоки, приходящие в мозг от органов чувств и позвоночного столба? С научной точки зрения вся так называемая реальность — такое же внутримозговое наваждение, как сон. Знакомый нам мир существует только внутри нашего мозга. Запахи и цвета, красивое и безобразное, идеи и смыслы, вкусы и ощущения, ненависть и любовь — их во внешнем мире нет. Все это фабрикуется нашим мозгом из одинаковых по своей природе электрических импульсов, приходящим по нервным волокнам. Так не все ли равно, откуда они придут? Мозг не может отличить настоящее от поддельных.
Вернее, само электричество не может быть настоящим или поддельным. Но смоделировать такие сигналы, конечно же, нелегко. Но эту задачу возможно будет решить с помощью новейшей нейросети, которой разрешено собирать АИ когнитивностью выше 3 мегатюрингов. Соединить мозг со внешней церебральной сетью, имитирующей одновременно и тело, и мир — это серьезный вызов. Но я считаю, что это достойное применение современных технологических изысков. Это гораздо лучшее направление человеческой мысли, нежели развитие атомного оружия или оружия массового уничтожения, или же развитие мировых войн, вирусов и прочего. Ну а на этом все на сегодня. С вами был Артем Паршуков. Вы были на канале КПД. Не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые видео. И до скорой встречи.